Молодая женщина начинает испытывать постоянную боль в шее и рассказывает об этом своему парню. Но, внимательно осмотрев ее, он увидел то, что заставило его немедленно позвонить в больницу. Хиллари сидела на диване после долгого рабочего дня, рассеянно потирая шею. Тупая боль мучила ее уже несколько недель, и она не могла избавиться от неприятных ощущений. Сначала боль была едва заметна, но со временем становилась все более мучительной. Будучи всегда оптимисткой, она старалась не обращать на это внимания, списывая это на стресс или мышечное напряжение. В конце концов, у нее было много забот, но сегодня это стало невыносимо. Она попыталась помассировать больное место и приложить к нему согревающий компресс, но боль не проходила. Парень Хиллари, Эдвард, зашел на кухню и, напивая себе под нос, приготовил чай. Всего год назад они возобновили свой детский роман, и их отношения были полны надежд и предвкушения будущего. Недавно они даже обручились и теперь планировали свадьбу своей мечты. Хиллари посмотрела туда, где Эдвард разливал горячую воду по кружкам, и решила рассказать ему. Боль была слишком сильной, чтобы ее можно было скрыть. Она и не подозревала, что жалобы на проблемы с шеей все изменят и заставят Эдварда немедленно позвонить в больницу. Хиллари всегда была образцом здоровья. Она была активной, энергичной и полной жизни. Она никогда не жаловалась на незначительные недомогания, всегда сохраняя жизнерадостный характер. Но за последние несколько месяцев что-то изменилось. Эдвард тоже заметил, что что-то было не совсем так, и надеялся, что она скоро расскажет ему о том, что происходит. Когда он вошел в гостиную и подал ей чай, то увидел, как она потирает шею, и подумал, что она немного побледнела. Он волновался из-за предстоящей большой велосипедной прогулки. Будучи страстными членами общества, Хиллари и Эдвардс планировали принять участие в благотворительном велопробеге, чтобы собрать деньги и привлечь внимание к проблеме рака, в котором Хиллари ранее участвовала добровольно. Поездка должна была состояться завтра, и, хотя Хиллари была в восторге от предстоящего мероприятия, боль в шее постоянно беспокоила ее. Наконец, она высказала свои опасения. «Эдвард, эта боль в шее, она просто не проходит», — призналась она. В ее голосе слышалось разочарование. Она так долго держала это в себе, надеясь, что боль исчезнет сама по себе, но теперь стало ясно, что этого не произойдет. Она боялась признать, что что-то не так. Ей нравилась ее работа учительницы начальных классов, где она находила радость в смехе и простодушии своих учеников. И она с нетерпением планировала свою свадьбу с любимым человеком. Жизнь казалась прекрасной, и у нее были большие мечты о будущем. Она не хотела, чтобы что-то менялось, поэтому она проигнорировала неприятные ощущения. Но боль становилась невыносимой. Эдвард подошел к ней, на его лице было написано беспокойство. «Дай, я взгляну», — сказал он, нежно отводя ее волосы в сторону, чтобы лучше видеть. Когда он осматривал ее шею, что-то привлекло его внимание. Небольшая шишка прямо под кожей в передней части шеи. У него ёкнуло сердце. «Хиллари, ты замечала эту шишку раньше?» — спросил Эдвард, слегка обеспокоенный. Хиллари нахмурилась, ее пальцы коснулись того места, куда указывал Эдвард. «Я уже некоторое время чувствую этот дискомфорт», — тихо призналась она. «Сначала это была просто случайная боль, которую я приняла за стресс, но за последние несколько месяцев стало только хуже. Я перепробовала все — массажи, согревающие компрессы, обезболивающие, но, похоже, ничего не помогает». Она сделала паузу, словно взвешивая, стоит ли продолжать. «Я не хотела тебя волновать, поэтому просто продолжала переживать, надеясь, что это пройдет». Эдвард колебался. Под его внешней невозмутимостью скрывалось беспокойство. Как профессиональный специалист по неотложной медицинской помощи, он знал о признаках и симптомах, которые не следует игнорировать,
но он также не хотел тревожить ее понапрасну. Он тщательно подбирал слова. «Хиллари, я думаю, нам важно как можно скорее все проверить. Возможно, это ерунда, но лучше быть уверенными». Хиллари мягко покачала головой. Ее голос был тихим, но твердым. «Эдвард, я знаю, ты волнуешься, но завтрашняя поездка много значит для меня. Давай не будем сейчас поднимать шум из-за этого. Я потом схожу к врачу». Эдвард кивнул, уважая ее желание, но не смог избавиться от беспокойства. Он решил пока не настаивать, но когда Хиллари снова села, ее мысли вернулись к прошедшим 2 годам. «Ты знаешь», — начала она тихим голосом, «я уже некоторое время сталкиваюсь со странными симптомами. Это началось около 2 лет назад. Сначала были просто мелочи. Я думала, что это синдром раздраженного кишечника. У меня были спазмы и вздутие живота, и мне постоянно приходилось бежать в ванную. Это было неловко и утомительно». Она вздохнула, ее разочарование было очевидным. «Я несколько раз ходила к врачам, но они отмахивались от меня. Они сказали, что это просто стресс. Я перепробовала все, но, похоже, ничего не помогало. Я дошла до того, что на работе ходила в туалет каждые 15 минут. Это было так невыносимо, особенно с детьми. Но что бы я ни говорила, врачи не воспринимали меня всерьез». Эдвард внимательно слушал, нахмурив лоб. Он не понимал, как сильно она боролась. «Почему ты мне не сказала?» Хиллари пожала плечами с грустной улыбкой на губах. «Я не хотела придираться к тебе из-за чего-то настолько незначительного. Я чувствовала себя глупо, как будто делала из мухи слона. Даже когда мне пришлось лечь в больницу во время школьной экскурсии из-за очень тяжелых месячных, они просто взяли несколько анализов крови и сказали, что все в порядке. Я начала думать, что, возможно, мне это просто показалось». Эдвард нахмурился еще сильнее, слушая рассказ Хиллари о ее переживаниях. Он не мог поверить, что она со многим справлялась в одиночку. «Любимая, я знаю, тебе и раньше приходилось сталкиваться с врачами», — сказал Эдвард мягким, но настойчивым голосом. «Но сейчас все по-другому. Я не хочу тебя пугать, но я действительно думаю, что мы должны отнестись к этому серьезно». Хиллари посмотрела Эдварду в глаза и увидела беспокойство, отразившееся на его лице. Она знала, что он прав, но мысль о том, что она пропустит благотворительный забег, была невыносима. «Я понимаю, но завтрашняя поездка важна для меня. Это последнее, что я сделаю в одиночку до того, как мы поженимся. Я просто хочу еще немного побыть собой, понимаешь?» — сказала Хиллари. Эдвард кивнул, понимая важность поездки для нее. Но его грызло беспокойство, настойчивое и непреклонное. Он не хотел давить на нее, но мучительное чувство, что что-то не так, не давало ему покоя. «Хорошо», — сказал Эдвард, пытаясь скрыть свое беспокойство за ободряющей улыбкой. «Но обещай мне, что если завтра что-то будет не так, мы без колебаний остановимся и позовем на помощь». Хиллари улыбнулась в ответ, оценив его понимание. В тот вечер, когда они готовились ко сну, Эдвард не смог удержаться и снова взглянул на шишку у нее на шее. Она была маленькой, едва заметной, но для него это было похоже на бомбу замедленного действия. Он долго лежал без сна после того, как Хиллари заснула, и в его голове проносились мысли о том, что могло пойти не так. На следующее утро, когда солнце показалось из-за горизонта, Хиллари и Эдвард приготовились к благотворительной поездке. Девушка, обычно яркая и энергичная, казалась необычно подавленной. Ее лицо было бледнее обычного, а усталость в глазах невозможно было не заметить. Она двигалась медленнее, явно испытывая дискомфорт, и при каждом повороте шеи, казалось, морщилась от боли. Беспокойство Эдварда росло с каждой минутой. Наконец, не в силах избавиться от ощущения, что что-то не так, он подошел к Хиллари, которая поправляла шлем. «Любимая, мне нужно еще раз осмотреть твою шею.
сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал ровно. Она вздохнула, но на этот раз не сопротивлялась. Она наклонила голову для тщательного осмотра. Шишка у нее на шее, казалось, выросла за ночь, а кожа покраснела, как будто у нее был жар. Его беспокойство быстро переросло в панику. Заметив это у нее на шее, он немедленно позвонил в скорую. «Хиллари, нам нужно срочно ехать в больницу», — настойчиво произнес Эдвард. Хиллари, все еще полной решимости принять участие в забеге, заколебалась. Она с нетерпением ждала этого события несколько месяцев. Но, по выражению глаз Эдварда, она поняла, что все гораздо серьезнее, чем ей хотелось бы признать. Прежде чем она смогла полностью осознать это, Эдвард уже принял решение. Он взял телефон и позвонил в больницу, твердым тоном объясняя ситуацию. Пока они ждали скорую, мысли Эдварда вернулись к их прошлому. Он вспомнил их первую встречу в детстве, неловкие подростковые годы, когда их дружба переросла в нечто большее. Они расстались в колледже, жизнь развела их в разные стороны, но судьба снова свела их вместе. Всего год назад они возродили то, что потеряли, снова обретя утешение и любовь друг в друге. Эдвард всегда знал, что Хиллари — его судьба. Мысль о том, что он может потерять ее, была невыносима. Когда медики вошли в дом, их движения были быстрыми, но размеренными, что было обычной практикой. Как профессиональный врач скорой помощи, Эдвард знал правила, но сейчас все казалось другим, более личным, более неотложным. Один из врачей присел рядом с Хиллари и тихо спросил: «Мэм, не могли бы вы сказать мне, как вы себя сейчас чувствуете? Есть еще какие-нибудь симптомы, кроме боли в шее?» Хиллари с трудом сглотнула. Ее голос был тише, чем обычно. Сначала это была просто тупая боль, но с течением времени становилось все хуже. Теперь боль распространяется по моим плечам, и я так устала. Устала, как никогда в жизни. Медик сказал: «Мы собираемся отвезти вас в больницу. Просто на всякий случай. Давайте положим вас на носилки, хорошо?» Поездка на машине скорой помощи в больницу была напряженной. Эдвард крепко держал Хиллари за руку, его мысли метались со страхом и неуверенностью. Он то и дело поглядывал на нее, замечая, какой бледной она стала, как с каждым мгновением боль, казалось, давила на нее все сильнее. Когда они прибыли в больницу, врачи осторожно переложили Хиллари на носилки и покатили по оживленным коридорам. Эдвард оставался рядом с ней, его сердце бешено колотилось, пока их везли в отделение неотложной помощи. Вскоре пришла медсестра, чтобы проведать Хиллари. Казалось, прошли часы, прежде чем врач, наконец, прибыл. Его лицо было серьезным, когда он просматривал первоначальные результаты обследования. Он внимательно слушал рассказ Хиллари о том, как внезапно выросла шишка и как боль стала невыносимой. Врач назначил ряд анализов, включая анализ крови и томографию, чтобы определить природу опухоли. Он говорил спокойно, но Эдвард чувствовал, что в его словах чувствуется срочность. Они оба знали, что время на исходе. Пока они ждали результатов, состояние Хиллари, казалось, ухудшилось. Усталость была невыносимой, а боль в шее распространилась дальше по позвоночнику. Эдвард едва мог сдержать свой страх, но оставался рядом с ней, стараясь утешить ее, как только мог. Наконец, доктор вернулся с результатами, и его лицо было еще более мрачным, чем раньше. Он сел рядом с Хиллари и Эдвардом и сделал глубокий вдох, прежде чем сообщить новость, которая навсегда изменит их жизни. «Хиллари, анализы подтвердили, что у тебя медулярный рак щитовидной железы», — мягко сказал он, и в его голосе прозвучало сочувствие. Врач сообщил им, что медулярный рак щитовидной железы отличается от других видов рака. Это нейроэндокринная опухоль, что означает, что она возникает в клетках, которые функционируют подобно нервным клеткам, продуцирующим гормоны, — объяснил он.
Рак, вероятно, развивался годами, оставаясь незамеченным, пока не достиг стадии, на которой начал вызывать симптомы, которые испытывала Хиллари. Эти слова обрушились на них как волна. Хиллари почувствовала, что ее мир изменился, когда она осознала реальность диагноза. Эдвард крепче сжал ее руку. Его сердце разрывалось, когда он видел, как ее охватили шок и страх. Врач продолжил. «Нам нужно начать лечение немедленно. Это будет включать операцию по удалению щитовидной железы, за которой последует лучевая терапия и, возможно, химиотерапия. Нам также нужно будет внимательно следить за уровнем вашего кальцитонина, чтобы отслеживать прогрессирование рака». Когда Хиллари и Эдвард сидели в больничной палате, переваривая новости, они чувствовали, что их мир рухнул. Жизнь, которую они планировали вместе. Будущее, о котором они мечтали, казалось, висело на волоске. Но даже перед лицом этого ужасного диагноза Хиллари оставалась удивительно сильной. «Я не позволю этому остановить меня», — сказала она Эдварду, и ее голос был полон решимости. «Нам есть ради чего жить, и я собираюсь бороться с этим изо всех сил на Майтита». Эдвард сжал ее руку, его глаза наполнились слезами. Шли недели, и Хиллари начала свое лечение в больнице, где она когда-то работала волонтером. Сотрудники, которые знали ее как человека заботливого и преданного своему делу, теперь поддерживали ее всеми возможными способами. Они предлагали ей не только медицинскую помощь, но и эмоциональную поддержку, в которой она нуждалась. Знакомые лица и добрые слова медсестер и врачей помогали Хиллари и Эдварду пережить эти трудные времена. Состояние Хиллари было тяжелым. Прогноз был мрачным. Вероятность того, что она проживет следующие 5 лет, составляла 20%. Высокий уровень гормона кальцитонина, выделяемого из раковых клеток щитовидной железы, вызывал у нее серьезные проблемы с кишечником и сильную усталость. Уровень кальцитонина у нормального человека составляет менее 10, но у нее он был почти на уровне 12 тысяч. Так что неудивительно, что она испытывала такие серьезные симптомы. К сожалению, лечение ее состояния, включавшее химиотерапию и лучевую терапию, сопровождалось рядом сложностей. Самой тяжелой новостью для Хиллари стало то, что из-за лечения она никогда не сможет иметь детей. Несмотря ни на что, Хиллари была полна решимости не допустить, чтобы этот диагноз повлиял на нее. Она была борцом, и когда Эдвард был рядом, она была полна решимости максимально использовать свое время. Несмотря на боль и усталость, Хиллари оставалась оптимистичной и полной жизни. Ее любовь к Эдварду и желание прожить каждое мгновение на полную катушку придавали ей сил. Хиллари и Эдвард решили направить эти силы на благотворительность. Им всегда нравилось помогать другим, и теперь они сосредоточились на сборе денег для больницы, в которой лечилась Хиллари. Они запланировали поездку на велосипедах протяженностью 2000 миль. Утром, в день поездки, Хиллари и Эдвард были окружены доброжелателями. Семья, друзья и даже некоторые из учеников Хиллари пришли поддержать их. Хиллари, обычно застенчивая, была глубоко тронута таким потоком любви и поддержки. «Люди тратят так много лет своей жизни на то, чтобы быть несчастными», — сказала она в интервью. «Завтра вас может сбить автобус. Жизнь так коротка, и мы полны решимости наслаждаться ею». Но как раз в тот момент, когда все, казалось, наладилось, произошел другой поворот. Во время планового обследования врачи обнаружили, что рак распространился дальше, чем они думали изначально. Это поразило ее позвоночник, легкие, печень и кости. Новость была ошеломляющей. Эдвард, который был рядом с ней на каждом шагу, был опустошен, но он не терял надежды. «Мы зашли так далеко, Хиллари», — сказал он. «Мы не сдадимся сейчас. Мы будем продолжать бороться,
и будем продолжать жить». И они боролись. Хиллари продолжила лечение, и они с Эдвардом продолжили свою благотворительную деятельность, привлекая внимание общественности и собирая средства на исследование рака. Они знали, что их время, проведенное вместе, может быть ограничено, но они были полны решимости использовать каждое мгновение. В конце концов, история Хиллари — это история невероятной силы и стойкости. Несмотря ни на что, она не позволила своему диагнозу повлиять на нее. Они с Эдвардом вместе преодолевали трудности, проявляя любовь и решимость, доказывая, что даже в самые тяжелые времена всегда есть надежда. Дорогие зрители, а вы или ваши родственники когда-нибудь сталкивались с серьезными проблемами со здоровьем? Как вы справились с этим? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.